Ангела Меркель, исполняющая в настоящий момент обязанности канцлера Германии, поговорила по телефону с Владимиром Путиным о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе и попросила российского президента оказать влияние на Лукашенко. Она заявила, что использование мигрантов белорусским режимом бесчеловечно и неприемлемо. С жестким заявлением в адрес белорусских властей выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Лукашенко раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода. Он бессовестно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников в своей циничной борьбе за власть. Маас призвал Брюссель ввести новые санкции против Беларуси, а также принять меры против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов. Никому не должно быть позволено безнаказанно участвовать в бесчеловечной деятельности Лукашенко. Введение новых санкций против Минска страны ЕС обсудят 15 ноября. Мы имеем дело с жестокой гибридной атакой на внешних границах ЕС. Беларусь использует бедственное положение мигрантов циничным и шокирующим способом. Мы в ЕС начали дебаты о финансировании пограничной инфраструктуры, и этот вопрос должен быть быстро решен, потому что польская и балтийская границы – это границы ЕС. Глава польского правительства Матеуш Моровецкий обвинил Минск в государственном терроризме. Некоторые политики и эксперты считают, что к нынешнему миграционному кризису может быть причастен и Кремль. Для меня это совершенно ясно, если вы посмотрите на то, что происходит в этом году, как Владимир Путин пытается дестабилизировать Европейский Союз, расколоть его, то становится понятно, что это срежиссировано в том числе и им. В этом нет никаких сомнений, поэтому для нас это комплексный вызов. И да, именно поэтому необходимо разговаривать и с российскими соседями и сказать им: извините, но достаточно. Ранее Варшава обвинила президента Путина в том, что он несет ответственность за организацию миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В Москве эти обвинения отвергают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал происходящее гуманитарной катастрофой и обвинил в ней Евросоюз. По данным российских СМИ, Москва отправила 2 бомбардировщика для патрулирования неба над Белоруссией. Ситуацию осложняет позиция правопопулистских властей в Варшаве, которые отказываются допустить к своей границе с Белоруссией правозащитников, журналистов и представителей Фронтекса, Европейского агентства по охране внешних границ.